Наше видео будет о том, как подготовиться к той самой интереснейшей эпохе, когда деньги станут практически самостоятельными. И как именно те или иные стратегии позволяют зарабатывать, когда все вокруг паникуют. Друзья, сегодня мы с вами разберем, как в 2026 году деньги могут работать за тебя. Если вам кажется, что вы сейчас сидите и абсолютно ничего не происходит, это не так, друзья. Именно сейчас происходят вещи, а точнее сказать события, которые позволяют вам готовиться к одному из самых важных, собственно, решений финансовых в будущем, которые вы можете сделать уже в этом году. Также сегодня мы с вами разберем, как разбогатеть, не будучи профессиональным трейдером или профессиональным инвестором. Уверен, всем интересен этот подход, потому что многие наши клиенты в том числе говорят, что блин, чувак, ну это, конечно, все круто, но я ничего буквально не умею, я полный профан в этом. Так вот, не обязательно быть профессионалом для того, чтобы совершить одно из самых полезных, самых важных действий по заработку денег в этом году. В общем и целом, подытожив сегодня план нашего видео, я вам расскажу, что есть одна простая, единая формула, без постоянных, собственно, расчетов тех или иных, которая работает в любой экономической ситуации. Реально очень-очень уникальная штука, поверьте. Давайте приступать. Меня зовут Алексей, 8 лет суммарно я проработал на разные криптовалютные биржи, и не только связанные с криптовалютами, в целом с CFD-брокерами. Сейчас у нас много YouTube-каналов, где мы, собственно, рассматриваем и финансы, и взаимодействие, стратегии, все-все-все, в общем, целая линейка полезной финансовой информации для вас. На секундочку представьте, что завтра ваши деньги начнут работать буквально каждый день, и все это без вашего участия. Нет, они не будут просто лежать на счету или же приносить там доход, условно говоря, как по аналогии, если бы вы внесли данные деньги в банк. Это работает абсолютно не так. Деньги, ваши деньги, будут работать словно они живой сотрудник. В 2026 году это станет абсолютной реальностью. Благодаря, конечно же, технологиям, которые у нас на данный момент есть, и мышлению. Очень важно мышление, которое мы с вами сегодня в данном видео и разберем. Начнем с вами с самых банальных вещей. Наверняка, если вы интересуетесь финансами, вы понимаете, что можно выбрать два пути. Первый путь — это вы работаете на деньги, второй путь — деньги работают на вас. И, конечно же, умные инвестора выбирают вторую модель, тогда, когда деньги работают на них и, собственно, вкладывают их так, чтобы деньги начинали работать уже в самое ближайшее время. Но возникает сразу другой вопрос. А как понять, когда вкладывать деньги, куда вкладывать деньги? Возникает вопрос, как не пропустить тот самый момент, когда необходимо вкладывать все свои сбережения, чтобы после данных вложений войти в ту самую эпоху, когда финансовая независимость становится не какой-то там далекой мечтой перед сном, а совершенно точно становится реальностью. В конце данного видео я вам покажу, как повторять такие возможности. Они случаются не часто, будем объективны, не часто, но вам очень повезло, что вы смотрите именно сейчас данное видео, потому что сейчас именно тот год, когда необходимо прямо делать это буквально уже очень скоро. Сделать так, чтобы деньги работали на вас постоянно, а не просто раз в год, и вы заработали потенциально там на какой-то отпуск. Первое, что стоит усвоить: научись инвестировать, и ты станешь богатым. Абсолютно точно говорю данную информацию. Давайте более конкретно посмотрим на этот момент. Самое ценное знание, которое можно приобрести, которое можно усвоить, которому можно научиться, это, собственно, научиться входить в рынок именно во время кризиса или же падения. Когда вы заходите в рынок, собственно, во время кризиса или же падения, вы покупаете активы по самой низкой цене и получаете выгоду, соответственно, когда актив начинает расти. Но все не так просто, потому что при взаимодействии с рынком всегда включаются эмоции, и вы начинаете путаться. Иногда может произойти падение актива на 5-7%. И мы берем абсолютно любой актив. S&P 500 американский, NASDAQ 100, опять же, техсектор Америки, европейские индексы или же вовсе индекс московской биржи. Криптовалюта в том числе в этом участвует. Так вот, каждый актив имеет свою волатильность. Велик шанс перепутать момент, когда бывает актив скорректировался на 5%, и вам кажется, что это уже идеальная цена, я же покупаю на падение, а после этого он падает еще на 70% сверху. И это, поверьте, достаточно больно ощущать, но каждый это проходил. С другой стороны, актив упал на 70%, и вроде как необходимо покупать, потому что это супер дешево, но включается другая эмоция сразу же, и ваша эмоция вам говорит, что, чувак, 70% падения прошло, да он улетит буквально в ноль, этот актив обесценится. Не стоит инвестировать
в данный актив, и вы упускаете самую лучшую возможность для входа. На основе, опять же, эмоций, мыслей, которые постоянно преследуют того или иного инвестора. Мы постоянно с клиентами общаемся голосом и постоянно слышим одну и ту же фразу. Каков бы ни был клиент, какое бы ни было его благосостояние, всегда одна и та же проблема. И проблема заключается в следующем. Я не могу контролировать свои мысли и принимать, исходя из этих мыслей, правильное финансовое решение. Ну вот так как ведь понять, когда рынок находится на самом дне, когда необходимо набирать те самые позиции на год, на полтора, на 3, на 5 будущих лет в ожидании получить приросты намного больше, чем приросты в банке или же приросты недвижимости, которая вам кажется такой, знаете, некой стабильной гаванью. Давайте посмотрим на примере конкретных людей, которые купили по низким ценам активы и после этого стали известными. И вы наверняка данных людей знаете. Мы с вами начнем с Ричарда Брэнсона. Во время кризиса 2008 года он вложил в акции своего собственного бренда Virgin Group, когда многие паниковали в тот момент времени. Вспомните 2008 год, конечно, казалось, что это конец света буквально в экономическом плане. Но, тем не менее, это был очередной, пускай и очень масштабный, да, очень масштабный в рамках десятилетия, но, тем не менее, очередной кризис. Многие паниковали, многие продавали буквально все, что у них есть. Особенно Virgin Group. При этом всем состояние выросло Ричарда Брэнсона многократно. И он тем самым, когда все продавали, а он покупал активы, доказал, что в периоды кризисов есть шанс купить по очень-очень выгодной цене. Но для того, чтобы купить в момент кризиса, необходимо, чтобы к этому моменту были деньги. А случается подобного рода парадокс, что именно в кризис у людей нету денег, потому что это кризис, и кризис забирает деньги у населения. Уоррен Баффет — следующий пример, одна из самых известных инвесторских фигур вообще в мире. И опять же вернемся в 2008 год. Собственно, в кризис 2008 года, в который он колоссально увеличил свое состояние. Он купил акции фондового рынка Америки на самых максимальных падениях рынка, когда большинство в тот момент времени продавали. А продавали почему? Потому что, собственно, будет падать дальше. Помните, мы с вами возвращаемся в эту историю в начале, которую мы с вами рассмотрели, когда мышление и психология говорит вам о том, что нет, чувак, подожди, рано покупать, это полетит буквально в ноль, купишь еще дешевле или вовсе. Если купишь, потеряешь просто-напросто свои деньги. Вот Уоррен Баффет научился контролировать свои эмоции, дождался, держал кэш, очень долго держал кэш перед тем, как купить на падении рынка в 2008 году. И что сейчас с его портфелем? С тем самым портфелем, который он покупал именно в тот момент времени. Сегодня его портфель вырос как раз за счет тех самых покупок на дне и вырос буквально многократно. Запомните фразу Уоррена Баффета, а он говорит: будьте жадными, когда у других нету жадности. И, собственно, последний пример, который мы с вами разберем, это Илон Маск, тоже известная личность, которую вы наверняка знаете. Покупая активы в периоды кризиса или же падения стоимости компании, или же вовсе криптовалют, Маск полез и в криптовалюту, он смог в итоге привести свои проекты к просто-напросто миллиардным доходам, поверьте, миллиардные доходы, и все как бы очень и очень просто. Но опять же, для того, чтобы купить на самом дне, необходимо, чтобы были деньги. А почему-то, когда начинается кризис, большинство из вас не обладает деньгами. Почему? Потому что все их вложили и переложили уже 10 раз, заморозили где-то деньги в какие-то проекты, бизнес и прочее, 5-е, 10-е. Квартиры, безопасные гавани, машины для комфорта, или же там отпуска, отдыхи, или же вовсе, упаси Господь, банковский вклад. Так вот, суть в том, что именно в этот момент времени надо покупать, а у вас уже деньги заморожены, потому что вы их вкладываете до кризиса. А суть-то заключается в том, что эти люди не паниковали во время кризиса. Они инвестировали тогда, когда большинство было именно в страхе, и большинство продавали свои активы. Они инвестировали именно в этот момент времени. А потом, когда рынок, собственно, начал расти, их активы резко начали расти по своей цене. Запомните, самый выгодный момент — это не когда рынок растет, или же вовсе не тогда, когда он падает. Самый выгодный момент — это тот момент, который показывает вам история котировок. У нас есть достаточно долгая история котировок по любому виду актива на самом-то деле на рынке, будь то европейские акции, американские акции, российские, не знаю, японские, криптовалюта, везде есть история. Так вот, на основе истории научитесь понимать, когда именно будет этот ближайший кризис и когда именно необходимо совершать самые большие в вашей жизни покупки. И именно с этой целью, дорогие друзья, именно с целью того, чтобы купить на самом дне, мы разработали
Продукт, который показывает самое дно биткоина без исключения из правил. Давайте посмотрим более конкретно. 2012 год, сигнал о покупке. После этого невероятные 40 тысяч процентов. 2016 год, 2018 год, 2000, 5000 процентов. 2020 год и даже тогда 1500 процентов. И возьмем больше, 2022 год недавно. То же самое, 600 процентов прироста. Если мы с вами рассмотрим эфириум, наверняка вы слышали про эфириум, тоже всякий раз. Начиная с 2017 года это какие-то невероятные 10 тысяч процентов. Начиная с 2022 года это те же 500 процентов. И даже недавно была история 2025 год. Зона покупки после этого шикарно отработала, дала 500 процентов прироста. Именно самое дно, ни выше, ни ниже, ни сбоку, ни справа. Именно там, где необходимо вкладывать буквально все, что у вас есть, и получать по 500, по 700 процентов прироста, вот наш продукт решает абсолютно точно данную проблему. Конечно же, мы сами неоднократно заходили при помощи данного продукта и после этого приумножали свои собственные счета. С радостью вам все это покажем и расскажем на бесплатной консультации. Записывайтесь по ссылке в описании. Пообщаемся с вами голосом, все расскажем, все покажем, ответим абсолютно на все вопросы. По большому счету вы ничего не теряете. Так вот, если прислушаетесь к нам, возможно, измените полностью свое финансовое состояние. Почему? Потому что именно сейчас мы приближаемся к этим самым входам. И больше возможностей за 4 года, по всей видимости, не будет. Переходите по ссылке в описании и меняйте, дорогие друзья, свои возможности, финансовое благосостояние уже буквально завтра. Действительно, такие возможности на рынке случаются крайне редко, но, как говорится, крайне редко и крайне меткие входы. Крайне меткие входы. Очень хотелось бы, чтобы вы зашли по самым минимальным ценам в активы. После этого приумножили на 500, на 700 процентов свой капитал в долларах, и жизнь заиграет абсолютно другими красками. Возможно, вы станете в списке тех, кого мы с вами обсудили. Ричард Брэнсон, Илон Маск или же Уоррен Баффет. Посмотрим. Вот эту историю покажет время. Но для того, чтобы стать в списке данных людей, нужно в самый-самый момент крови, в самый момент апатии и жадности на рынке принять одно очень непростое решение. Купить. И купить буквально на все. Но при этом, как мы видим, с 2012 года это самое выгодное решение, которое было возможно. С вами был Алексей. До скорых встреч на канале Яковлевич Indicators.